В 2023 году телескоп Джеймс Уэбб сломал физику. Он заглянул так далеко в прошлое, как никто до него, и нашел там готовые массивные галактики. С точки зрения науки, это бред, им просто не хватило бы времени вырасти. Представьте, что вы нашли фотку своей прабабушки, где она в детском саду уже сидит с сединой и дипломом вуза. Вот примерно такой же шок сейчас испытывают космологи. Похоже, нам придется переписать все учебники, ведь эти данные указывают на существование другой Вселенной. В начале 2023 года группа астрофизиков, работавших с данными космического телескопа Джеймс Уэбб, опубликовала результаты наблюдений, которые вызвали в научном сообществе реакцию, далеко выходящую за рамки обычного профессионального интереса. Речь шла не о новой экзопланете и не о далекой галактике, какими бы впечатляющими ни были подобные открытия сами по себе. Речь шла о структурах в ранней Вселенной, которые по всем существующим моделям не должны были существовать в ту эпоху, когда они были обнаружены. Массивные, полностью сформировавшиеся галактики на расстояниях, соответствующих первым нескольким сотням миллионов лет после Большого взрыва. Галактики, которые выглядели так, словно у них было гораздо больше времени для формирования, чем допускала стандартная космологическая модель. Эти данные сами по себе не доказывали существование другой Вселенной, и ни одна серьезная научная публикация не утверждала этого напрямую. Однако они поставили перед физиками вопрос, который оказался гораздо более глубоким, чем простая необходимость скорректировать модели звездообразования. Они заставили задуматься о том, насколько устойчивы те фундаментальные представления о пространстве, времени и гравитации, которые лежат в основе нашего понимания Вселенной уже более столетия. Чтобы понять, почему эти наблюдения оказались столь значимыми, необходимо вернуться к тому моменту, когда современная космология начала складываться как наука. Это произошло не в один день и не благодаря одному открытию. Это был длительный процесс, растянувшийся на десятилетия, в котором переплетались теоретические прорывы, технологические достижения и случайные наблюдения, значение которых было осознано лишь спустя годы. И в центре этого процесса стояла фигура, без которой невозможно обсуждать ни устройство Вселенной, ни природу гравитации, ни само понятие пространства-времени. Альберт Эйнштейн. Когда Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности в ноябре 1915 года, он предложил нечто радикально отличающееся от всего, что существовало в физике до него. Ньютоновская механика, господствовавшая более 200 лет, описывала гравитацию как силу, действующую мгновенно на расстоянии между любыми двумя массами. Это была элегантная и практически безупречная модель, позволявшая с высокой точностью предсказывать движение планет, траектории комет и даже существование еще не открытых небесных тел. Нептун, например, был обнаружен именно потому, что ньютоновская модель предсказала его существование на основе отклонений в орбите Урана. Но при всей своей эффективности ньютоновская гравитация содержала глубокий концептуальный изъян, который сам Ньютон осознавал, но не мог объяснить. Каким образом одно тело узнает о присутствии другого на огромном расстоянии и мгновенно реагирует на изменения его положения? Ньютон честно признавал, что не имеет объяснения этому механизму, и его знаменитая фраза «гипотез не измышляю» относилась именно к этой проблеме. Эйнштейн решил эту проблему, но способ решения оказался настолько неожиданным, что потребовал полного пересмотра представлений о природе пространства и времени. В его теории гравитация перестала быть силой в привычном смысле слова. Вместо этого массивные тела искривляли саму ткань пространства-времени, а другие тела двигались по кратчайшим путям в этом искривленном пространстве. И эти пути воспринимались наблюдателем как движение под действием гравитационной силы. Знаменитая метафора с шаром, продавливающим резиновую мембрану, при всей своей приблизительности передает суть идеи. Пространство-время — это не пассивная арена, на которой разворачиваются физические процессы. Оно само является динамическим участником этих процессов. Материя говорит пространству, как искривляться, а пространство говорит материи, как двигаться.
Эта формулировка, принадлежащая физику Джону Уиллеру, остается одним из самых точных кратких описаний общей теории относительности. Математический аппарат теории был исключительно сложен. Уравнение Эйнштейна – это система из 10 связанных нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, и получить их точное решение для произвольного распределения материи практически невозможно. Однако для простых высокосимметричных случаев решения существуют, и именно они легли в основу современной космологии. Первое такое решение было найдено уже через несколько недель после публикации теории немецким астрономом Карлом Шварцшильдом, который в тот момент находился на Восточном фронте Первой мировой войны. Решение Шварцшильда описывало гравитационное поле вокруг сферически симметричного невращающегося тела и содержало в себе математическую особенность сингулярность, физический смысл которой стал понятен лишь десятилетия спустя, когда концепция черных дыр перешла из области математических курьезов в область наблюдательной астрономии. Но для космологии ключевым оказалось другое решение, полученное в начале 20-х годов XX века, независимо друг от друга, российским математиком Александром Фридманом и бельгийским священником и физиком Жоржем Леметром. Фридман показал, что уравнения Эйнштейна допускают нестационарное решение для Вселенной в целом. Иными словами, Вселенная, описываемая общей теорией относительности, не может оставаться неизменной во времени. Она должна либо расширяться, либо сжиматься. Это был результат, который глубоко обеспокоил самого Эйнштейна. В то время господствовало представление о стационарной Вселенной, существующей вечно и не меняющейся в больших масштабах. Эйнштейн настолько не хотел принимать возможность расширяющейся Вселенной, что ввел в свои уравнения дополнительный член, космологическую постоянную, единственной целью которой было уравновесить гравитационное притяжение и обеспечить статичность космоса. Позднее он назвал это своей величайшей ошибкой, хотя, как мы видим, история этой ошибки оказалась значительно сложнее и интереснее, чем простое заблуждение. Леметр, работая независимо и, по-видимому, не зная о результатах Фридмана, пришел к тем же выводам, но пошел дальше. Он не просто показал математическую возможность расширяющейся Вселенной, но и связал ее с наблюдательными данными. К концу 20-х годов американский астроном Вестас Слайфер, а затем Эдвин Хаббл накопили достаточно наблюдений красного смещения далеких галактик, чтобы установить закономерность. Чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Красное смещение – это увеличение длины волны света, приходящего от удаляющегося объекта, аналогично понижению тона звука от удаляющегося источника. Леметр предложил объяснение. Галактики удаляются друг от друга не потому, что они разлетаются в некоем уже существующем пространстве, а потому, что само пространство между ними расширяется. И если проследить это расширение назад во времени, то в какой-то момент в прошлом вся материя Вселенной должна была быть сосредоточена в области чрезвычайно малого размера и чрезвычайно высокой плотности. Леметр назвал это состояние первичным атомом. Именно эта идея, развитая и математически оформленная последующими поколениями физиков, стала тем, что мы сегодня называем теорией Большого взрыва. Здесь важно остановиться и подчеркнуть один момент, который часто упускается в популярных описаниях. Большой взрыв – это не взрыв в привычном понимании слова. Это не событие, при котором материя разлетелась из некой точки в уже существующее пустое пространство. Согласно общей теории относительности, пространство и время сами возникли в момент Большого взрыва. Не существовало места, в котором произошел взрыв, и не существовало времени до взрыва. Пространство-время, материя и энергия начали свое существование одновременно. Это представление крайне контринтуитивно, и даже профессиональные физики признают, что человеческая интуиция, сформированная повседневным опытом, плохо приспособлена для восприятия подобных идей. Однако математика общей теории относительности допускает именно такую интерпретацию, и она подтверждается широким спектром наблюдательных данных. Одним из наиболее мощных подтверждений теории Большого взрыва стало открытие космического микроволнового фонового излучения в 1965 году. Арно Пензиас и Роберт Уилсон
инженеры компании Bell Laboratories, работавшие с высокочувствительной радиоантенной, обнаружили постоянный фоновый шум, который они не могли устранить никакими техническими средствами. Шум приходил одинаково со всех направлений и соответствовал тепловому излучению тела с температурой около 3 кельвинов, то есть примерно минус 270 градусов по Цельсию. Пензиас и Уилсон не сразу поняли, что именно они обнаружили. Они даже проверяли антенну на наличие голубиного помета, полагая, что шум может иметь прозаическое происхождение. Однако, когда они связались с группой теоретиков из Принстонского университета, возглавляемой Робертом Дикке, выяснилось, что это именно то излучение, которое должно было остаться от ранней горячей Вселенной своего рода после свечения Большого взрыва. Теория предсказывала, что примерно через 380 тысяч лет после начала расширения Вселенная остыло достаточно, чтобы электроны смогли соединиться с протонами и образовать нейтральные атомы водорода. До этого момента Вселенная была непрозрачна для света. Фотоны постоянно рассеивались на свободных электронах и не могли распространяться на большие расстояния. Но когда электроны оказались связаны в атомах, фотоны впервые смогли свободно путешествовать через пространство. Эти фотоны, выпущенные около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад, до сих пор заполняют Вселенную. Но из-за расширения пространства их длина волны увеличилась в 1000 с лишним раз, и сегодня они наблюдаются в микроволновом диапазоне. Это и есть реликтовое излучение, наиболее древний свет, доступный нашим инструментам, своего рода фотография Вселенной в возрасте нескольких сотен тысяч лет. Реликтовое излучение оказалось невероятно однородным. Его температура одинакова во всех направлениях с точностью до 1/100-тысячной. Это наблюдение одновременно подтвердило теорию Большого взрыва и поставило перед ней серьезную проблему. Почему Вселенная так однородна? Области неба, разделенные большими угловыми расстояниями, не могли находиться в причинном контакте друг с другом в ранней Вселенной. Свет попросту не успел бы пройти между ними за время, прошедшее с момента Большого взрыва. Это так называемая проблема горизонта, и для ее решения в начале 80-х годов была предложена теория космологической инфляции. Инфляционная теория, развитая Аланом Гутом, Андреем Линде и рядом других физиков, предполагает, что в первые мгновения своего существования Вселенная пережила период экспоненциально быстрого расширения, во время которого крохотная область пространства увеличилась в размерах в колоссальное число раз за ничтожно малую долю секунды. За время порядка 10 в минус 35 степени секунды размер Вселенной мог увеличиться в 10 в 50 степени раз или даже больше. Это расширение было столь стремительным, что области, которые до инфляции находились в причинном контакте и имели одинаковую температуру, оказались разнесены на расстояние, многократно превышающее размер наблюдаемой Вселенной. Именно поэтому реликтовое излучение столь однородно. Все его части некогда были частью одной маленькой области с одинаковыми физическими условиями. Инфляционная теория не только решила проблему горизонта, но и предсказала характер крошечных неоднородностей в реликтовом излучении. Квантовые флуктуации, существовавшие в момент инфляции, были растянуты до космологических масштабов и стали зародышами будущих крупномасштабных структур галактик, скоплений галактик и сверхскоплений. Спутники Кобе, Бимап и Планк последовательно подтвердили эти предсказания с возрастающей точностью. И к началу 21 века сложилась стандартная космологическая модель, известная как ламбда-CDM. В этой модели Вселенная состоит примерно на 5% из обычной барионной материи, той, из которой состоят звезды, планеты и мы сами. Примерно на 27% из темной материи, природа которой остается неизвестной, но гравитационное воздействие которой наблюдается во вращении галактик и формировании крупномасштабных структур. И примерно на 68% из темной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной. Буква лямбда в названии модели обозначает космологическую постоянную, ту самую, которую Эйнштейн ввел, а затем отверг. Ирония истории состоит в том, что космологическое постоянное вернулось в физику, но в совершенно ином контексте.
не для обеспечения стационарности Вселенной, а для объяснения ее ускоренного расширения, обнаруженного в 1998 году по наблюдениям далеких сверхновых типа 1А. Стандартная модель Lambda CDM оказалась поразительно успешной. Она согласуется с данными по реликтовому излучению, по крупномасштабной структуре Вселенной, по обилию легких элементов, образовавшихся в первые минуты после Большого взрыва, по наблюдениям сверхновых и гравитационного линзирования. Она позволяет реконструировать историю Вселенной от первых долей секунды до современной эпохи с впечатляющей согласованностью различных независимых наблюдательных тестов. И именно в контексте этой модели появление данных телескопа Джеймс Уэбб оказалось столь тревожным. Телескоп Джеймс Уэбб был запущен 25 декабря 2021 года с космодрома Куру во французской Гвиане на борту ракеты-носителя «Ариан-5». Этот проект разрабатывался более 20 лет и стоил около 10 миллиардов долларов. Его главное зеркало диаметром 6,5 метра, состоящее из 18 гексагональных позолоченных бериллиевых сегментов, было рассчитано на работу в инфракрасном диапазоне. Этот выбор не был случайным. Свет от самых далеких объектов во Вселенной, изначально испущенный в ультрафиолетовом и видимом диапазонах, в процессе расширения пространства растягивается до инфракрасных длин волн. Чтобы увидеть самые ранние галактики, нужен мощный инфракрасный телескоп. Именно таким телескопом стал Уэбб. Он расположился в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в направлении, противоположном Солнцу, где гравитационное взаимодействие Земли и Солнца позволяет аппарату оставаться в относительно стабильном положении. Многослойный солнцезащитный экран размером с теннисный корт охлаждает инструменты до температуры ниже минус 230 градусов по Цельсию, что критически важно для инфракрасных наблюдений, поскольку любое тепловое излучение самого телескопа было бы неотличимо от сигнала далеких объектов. Первые научные данные Уэбба начали поступать летом 2022 года, и почти сразу стали появляться результаты, вызвавшие удивление. Несколько групп исследователей, используя фотометрические данные камеры NIRCam, обнаружили кандидатов в галактики на красных смещениях от 10 до 16 и даже выше. Красное смещение — это безразмерная величина, обозначаемая буквой Z, которая показывает, во сколько раз длина волны света увеличилась с момента его испускания. Красное смещение Z, равное 10, означает, что свет был испущен, когда Вселенной было около 500 миллионов лет. Красное смещение Z, равное 15, соответствует возрасту Вселенной менее 300 миллионов лет. Для контекста, предшественник Уэбба, космический телескоп Хаббл, достоверно наблюдал галактики лишь до красного смещения порядка 11, и даже эти объекты были на пределе его возможностей. Само по себе обнаружение галактик на больших красных смещениях не было неожиданностью. Стандартная модель предсказывала их существование. Неожиданностью стало другое. Некоторые из этих галактик оказались значительно более массивными и более яркими, чем предсказывали модели. В стандартной космологической картине первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва — это время, когда крупномасштабные структуры только начинали формироваться. Первые звезды, так называемое первое поколение, или Population 3, должны были возникнуть из первичного водорода и гелия, не содержащего тяжелых элементов. Эти звезды, предположительно, были очень массивными и короткоживущими. Они обогатили окружающую среду тяжелыми элементами, необходимыми для формирования следующих поколений звезд и для образования планет. Процесс сборки галактик, согласно модели иерархического слияния, начинался с малых протогалактических сгустков, которые постепенно сливались во все более крупные структуры. На формирование галактики, сопоставимой по массе с Млечным Путем, должны были уйти миллиарды лет. Однако данные Уэбба показали нечто иное. Уже в первые месяцы работы были обнаружены кандидаты в галактики со звездными массами порядка 10 миллиардов солнечных масс на красных смещениях выше 10. Это означало, что менее чем через 500 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной существовали галактики,
сопоставимые по массе с Млечным Путем. Стандартные модели звездообразования и галактической эволюции попросту не допускали такого быстрого накопления звездной массы. Газ должен был собираться в гравитационных потенциальных ямах, охлаждаться, фрагментироваться и коллапсировать в звезды. Каждый из этих процессов имеет свои временные шкалы. Суммарное время, необходимое для формирования массивной галактики, значительно превышало возраст Вселенной на тех красных смещениях, при которых эти объекты были обнаружены. Первая реакция научного сообщества была сдержанной и методологически здоровой. Фотометрическая оценка красного смещения, то есть оценка на основе яркости объекта в нескольких широких полосах спектра, имеет значительную погрешность. Объект, который выглядит как далекая галактика на красном смещении 15, может оказаться запыленной галактикой на красном смещении 3 или даже коричневым карликом в нашей собственной галактике. Для надежного определения красного смещения необходимо спектроскопическое подтверждение, то есть получение спектра объекта с идентификацией конкретных спектральных линий. И в течение 2023 и 2024 годов такие подтверждения начали поступать. Не все фотометрические кандидаты подтвердились, часть из них действительно оказалась объектами на меньших красных смещениях. Но значительная часть подтвердилась, и некоторые из подтвержденных объектов оказались именно такими массивными и зрелыми, как показывали первоначальные оценки. Одним из наиболее обсуждаемых примеров стала галактика, получившая обозначение JADES GS-Z14-0, спектроскопически подтвержденная на красном смещении 14,32. Свет этой галактики был испущен всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва. Примечательно, что это оказалась не крохотная тусклая протогалактика, а яркий пространственно протяженный объект, свечение которого определялось звездным населением, а не активным галактическим ядром. Иными словами, этот объект уже содержал значительное количество сформировавшихся звезд в эпоху, когда, согласно стандартным моделям, процесс звездообразования только набирал обороты. Другой важный результат был связан с обнаружением неожиданно большого числа массивных покоящихся галактик, так называемых мертвых галактик, на красных смещениях порядка от 4 до 5. Это галактики, в которых активное звездообразование уже прекратилось. Они состоят преимущественно из старых красных звезд и по своим свойствам напоминают эллиптические галактики в местной Вселенной. Обнаружение таких объектов на красном смещении от 4 до 5 означает, что они уже успели сформировать всю свою звездную массу, прожить период активного звездообразования и затем угаснуть к тому моменту, когда возраст Вселенной составлял лишь от 1 до 2 миллиардов лет. Это еще более жесткое ограничение, чем просто существование массивных галактик, потому что требует не только быстрого формирования, но и быстрого прекращения звездообразования, что предполагает наличие мощных механизмов обратной связи, будь то активное галактическое ядро, выдувающее газ из галактики, интенсивные звездные ветры или какой-то иной процесс. Все это поставило перед теоретиками непростую задачу. Существует несколько уровней, на которых можно искать объяснение наблюдаемому расхождению между данными и моделями. И каждый из этих уровней имеет свои последствия разной степени радикальности. Начнем с наименее радикального варианта. Первый уровень объяснения состоит в пересмотре астрофизических моделей звездообразования и галактической эволюции в рамках стандартной космологии ламбда-CDM. Возможно, эффективность звездообразования в ранней Вселенной была существенно выше, чем предполагалось. Стандартные модели используют так называемую эффективность звездообразования долю газа, превращающуюся в звезды за определенное время, которая калибрована по наблюдениям в местной Вселенной. Если в ранней Вселенной, где газ был преимущественно первичным, без тяжелых элементов и пыли, условия звездообразования отличались от современных, эффективность могла быть значительно иной. Например, отсутствие пыли и тяжелых элементов могло привести к формированию более массивных звезд, а более плотная среда могла ускорить коллапс газовых облаков. Кроме того, возможно, что начальная функция масс звезд
распределение звезд по массам при их рождении в ранней Вселенной отличалось от канонической функции Салпитера, будучи смещенной в сторону более массивных звезд. Более массивные звезды ярче, поэтому галактика с верхнетяжелой начальной функцией масс будет выглядеть ярче и, следовательно, более массивной при стандартных предположениях, чем галактика с тем же количеством звездной массы, но стандартным распределением масс. Этот уровень объяснения является наиболее консервативным и, вероятно, частично верен. Однако даже при максимальном пересмотре параметров звездообразования некоторые наблюдаемые объекты трудно объяснить в рамках стандартной космологической модели. Проблема не только в том, сколько звезд может образоваться за данное время, но и в том, сколько темной материи успело собраться в достаточно глубокие гравитационные потенциальные ямы, чтобы обеспечить сборку барионной материи. Массивные гало темной материи, необходимые для размещения массивных галактик, формируются иерархически от малых к большим. И этот процесс определяется космологическими параметрами, а не астрофизическими. Если мы принимаем стандартные космологические параметры, существует верхний предел на массу гало темной материи, которые могли сформироваться к данному моменту времени. И некоторые из наблюдаемых галактик, по-видимому, требуют гало, превышающий этот предел. Второй уровень объяснения связан с пересмотром самих космологических параметров, но в рамках общей теории относительности. Здесь речь может идти, например, о возможности того, что некоторые из параметров стандартной модели темп расширения, плотность темной материи, спектральный индекс первичных возмущений имеют значения, несколько отличные от тех, которые определены по данным спутника Планк. Интересно, что этот вопрос пересекается с другой давней проблемой современной космологии, так называемым хаббловским напряжением, или Hubble Tension. Суть проблемы состоит в том, что значение постоянной Хаббла, скорости расширения Вселенной в настоящее время, измеренное по наблюдениям местных объектов, цефеид и сверхновых, систематически превышает значение, полученное из данных по реликтовому излучению. Разница составляет около 10%, но статистическая значимость этого расхождения достигает 4-5 стандартных отклонений, что делает его трудно объяснимым систематическими ошибками. Если скорость расширения Вселенной действительно выше, чем предсказывает стандартная модель, это может означать, что либо темная энергия ведет себя не как космологическая постоянная, либо в ранней Вселенной существовал дополнительный компонент, например, так называемая ранняя темная энергия, которая ускорила расширение на ранних этапах. Такие модификации могли бы изменить хронологию космической эволюции и, возможно, предоставить дополнительное время для формирования крупных структур. Третий уровень объяснения является наиболее радикальным и наименее обоснованным, но именно он привлек наибольшее внимание популярной прессы, и именно он связан с темой, вынесенной в заголовок. Это идея о том, что наблюдаемые аномалии могут указывать на необходимость пересмотра самих фундаментальных законов физики общей теории относительности, стандартной модели частиц или обоих. И в предельном случае на возможность того, что наша Вселенная не является единственной, а является частью более обширной структуры мультивселенной, и что наблюдаемые аномалии могут нести следы взаимодействия с другой Вселенной, или отражать физику, определяемую условиями на границах между различными вселенными. Прежде чем обсуждать эту идею подробнее, необходимо объяснить, откуда она вообще возникает и какой статус имеет в современной физике. Концепция мультивселенной — это не единая теория, а совокупность различных гипотез, возникающих в разных контекстах и имеющих разную степень обоснованности. Можно выделить по меньшей мере 4 основных типа мультивселенной, обсуждаемых в научной литературе. Первый тип — это пространственная мультивселенная, вытекающая просто из бесконечности пространства. Если Вселенная бесконечна и однородна в больших масштабах, то в ней неизбежно существуют области, настолько далекие от нас, что свет от них никогда не достигнет нас. В каждой такой области начальные условия конфигурации материи определяются квантовыми флуктуациями, и в бесконечном пространстве любая допустимая конфигурация реализуется бесконечное число раз. Это означает, что где-то в бесконечной Вселенной существуют области, неотличимые от нашей наблюдаемой Вселенной, и области, отличающиеся от нее произвольным образом.
Этот тип мультивселенной наименее экзотичен. Он не требует новой физики и является прямым следствием бесконечности и однородности пространства. Однако он и наименее содержателен, поскольку не предлагает никаких наблюдательных следствий. Второй тип – инфляционная мультивселенная. Он возникает как следствие теории вечной инфляции, развитой прежде всего Андреем Линде. Идея состоит в том, что инфляция, однажды начавшись, не прекращается повсеместно одновременно. В некоторых областях пространства инфляция заканчивается, и эти области становятся карманными вселенными, пузырями, внутри которых пространство расширяется по стандартному горячему сценарию. Но между этими пузырями пространство продолжает экспоненциально расширяться, и в нем постоянно зарождаются новые пузыри. Этот процесс никогда не прекращается, порождая бесконечное множество карманных вселенных, каждая из которых может иметь различные физические параметры, различные значения масс элементарных частиц, различные константы взаимодействий, возможно, даже различную размерность пространства. Наша наблюдаемая Вселенная в этой картине является лишь одним из бесконечного множества таких пузырей. Третий тип связан с теорией струн и так называемым ландшафтом вакуумных состояний. Теория струн, претендующая на роль фундаментальной теории всех взаимодействий, допускает существование огромного числа устойчивых вакуумных состояний по различным оценкам, от 10 в 500 степени до 10 в еще более высокой степени. Каждое такое состояние соответствует определенному набору физических законов и констант. В сочетании с инфляционной мультивселенной это приводит к картине, в которой различные карманные вселенные реализуют различные вакуумные состояния, и наш мир с его конкретными физическими законами является лишь одним из астрономического числа возможностей. Четвертый тип — это квантово-механическая мультивселенная или многомировая интерпретация квантовой механики, предложенная Хью Эвереттом в 1957 году. Согласно этой интерпретации, при каждом квантовом измерении Вселенная расщепляется на все возможные исходы, каждый из которых реализуется в отдельной ветви. Эта интерпретация решает проблему измерения в квантовой механике ценой допущения существования невообразимого множества параллельных реальностей, большинство из которых принципиально ненаблюдаемы. Из всех этих типов мультивселенной наиболее релевантным для обсуждения данных Уэбба является второй – инфляционная мультивселенная с карманными вселенными. И вот почему. Если наша Вселенная является пузырем, образовавшимся в процессе вечной инфляции, то в принципе возможно, что другой пузырь, другая карманная Вселенная, мог столкнуться с нашим в какой-то момент в далеком прошлом. Такое столкновение оставило бы наблюдаемый след в виде характерной аномалии в реликтовом излучении области с аномально низкой или высокой температурой, обладающей определенной геометрией, как правило, дискообразной формой с резкими границами. Поиск таких аномалий ведется уже более 10 лет, и некоторые кандидаты были обнаружены в данных спутников BMAP и Planck. Однако их статистическая значимость остается недостаточной для однозначных выводов. И здесь возникает связь с данными Уэбба, хотя эта связь далеко не прямолинейна и требует осторожного изложения. Аномально-массивные галактики в ранней Вселенной могут указывать не только на иную эффективность звездообразования, но и на иную статистику первичных возмущений плотности. В стандартной модели первичные возмущения описываются почти масштабно-инвариантным гауссовым случайным полем, то есть флуктуации на разных масштабах имеют примерно одинаковую амплитуду, и их распределение описывается нормальной гауссовой кривой. Если же первичные возмущения имели не гауссову составляющую, например, содержали больше экстремальных отклонений, чем предсказывает нормальное распределение, то массивные структуры могли формироваться быстрее и в большем количестве. Негауссовость первичных возмущений является естественным предсказанием некоторых инфляционных моделей, в том числе моделей с множественными полями, моделей с нестандартной кинетикой и моделей, связанных с процессами столкновения пузырей в вечной инфляции. Таким образом, логическая цепочка выглядит следующим образом. Наблюдения Уэбба фиксируют избыток массивных галактик в ранней Вселенной. Этот избыток может быть объяснен негауссовостью первичных возмущений.
Негауссовость может возникать в моделях вечной инфляции, предсказывающих столкновение пузырей. Столкновение пузырей — это взаимодействие нашей Вселенной с другой. Каждый шаг в этой цепочке содержит значительную неопределенность, и ни один из них не является доказанным. Однако именно эта цепочка рассуждений породила заголовки о том, что Уэбб обнаружил следы другой Вселенной. Важно понимать, что наука не работает по принципу бинарных утверждений «доказано» или «опровергнуто». Она работает с вероятностями, уровнями достоверности и конкурирующими объяснениями. На момент написания этого текста наиболее вероятным объяснением наблюдений Уэбба остается пересмотр астрофизических моделей звездообразования и галактической эволюции в рамках стандартной космологии. Но тот факт, что более радикальные объяснения не исключены и серьезно обсуждаются в профессиональной литературе, сам по себе знаменателен. Он свидетельствует о том, что мы, возможно, находимся на пороге нового этапа в понимании фундаментальных свойств Вселенной. Теперь стоит подробнее рассмотреть, каким образом эти наблюдения соотносятся с общей теорией относительности Эйнштейна и в каком смысле они могут опрокидывать его теорию. Здесь необходима точность формулировок, потому что в популярном дискурсе слово «опрокидывать» используется гораздо чаще, чем оно того заслуживает. Общая теория относительности была проверена огромным количеством экспериментов и наблюдений с точностью, которую трудно переоценить. Отклонение света вблизи Солнца, предсказанное Эйнштейном и впервые измеренное Артуром Эддингтоном во время солнечного затмения 1919 года, подтверждено с высокой точностью. Прецессия перигелия Меркурия — аномальное смещение орбиты, которое ньютоновская теория не могла объяснить, точно предсказывается общей теорией относительности. Гравитационное красное смещение, изменение частоты света в гравитационном поле, измерено в лабораторных экспериментах и используется в повседневной технологии. Спутники системы GPS вносят коррекции на эффекты как специальной, так и общей теории относительности, без которых точность позиционирования деградировала бы на километр в день. Гравитационные волны колебания пространства-времени, предсказанные Эйнштейном в 1916 году, были непосредственно зарегистрированы детекторами Лига в 2015 году, и их характеристики с поразительной точностью совпали с предсказаниями теории. Первое изображение тени черной дыры, полученное телескопом горизонта событий в 2019 году, также согласуется с общей теорией относительности. Однако все эти подтверждения относятся к определенному диапазону условий, определенным масштабам расстояний, определенным энергиям, определенным гравитационным полям. Общая теория относительности может быть идеально точной в этих условиях и при этом требовать модификации в условиях, которые мы пока не можем непосредственно исследовать. Такая ситуация не является необычной в истории физики. Ньютоновская механика не ошибочна. Она является предельным случаем более общей теории Эйнштейна при малых скоростях и слабых гравитационных полях. Аналогично, общая теория относительности может быть предельным случаем более фундаментальной теории, которая проявляет себя лишь при экстремальных условиях при плотностях, близких к планковской, при масштабах, близких к планковской длине, или при космологических масштабах, на которых могут проявляться эффекты, связанные с квантовой природой гравитации. И именно на космологических масштабах общая теория относительности сталкивается с наиболее серьезными концептуальными проблемами. Проблема сингулярности Большого взрыва – одна из них. Согласно уравнениям Эйнштейна, если проследить расширение Вселенной назад во времени, в начальный момент плотность и температура становятся бесконечными. Бесконечность физической величины – это сигнал о том, что теория перестает работать. В данном случае это означает, что общая теория относительности не может описать самый начальный момент Вселенной и нуждается в квантовых поправках. Создание квантовой теории гравитации – одна из главных нерешенных задач теоретической физики. И ни одна из существующих кандидатных теорий, ни теория струн, ни петлевая квантовая гравитация, ни другие подходы не достигла стадии, на которой можно было бы считать проблему решенной. Другая проблема — природа темной энергии.
В стандартной модели темная энергия описывается космологической постоянной плотностью энергии вакуума. Однако теоретические оценки плотности энергии вакуума, основанные на квантовой теории поля, превышают наблюдаемое значение на чудовищное количество порядков от 60 до 120 в зависимости от используемой шкалы обрезания. Это расхождение часто называют величайшей ошибкой в истории теоретической физики и проблемой космологической постоянной. Оно свидетельствует о глубоком непонимании связи между квантовой механикой и гравитацией, между физикой микромира и физикой космоса. Проблема темной материи, хотя и менее фундаментальна в теоретическом смысле, также имеет отношение к вопросу о полноте наших физических теорий. Темная материя составляет около 27% энергетического баланса Вселенной, но за десятилетия поисков ни одна частица темной материи не была непосредственно обнаружена в лабораторных экспериментах. Подземные детекторы, коллайдеры и астрофизические наблюдения наложили жесткие ограничения на свойства возможных частиц темной материи, исключив многие из наиболее популярных кандидатов. Это не означает, что темная материя не существует. Гравитационные свидетельства ее наличия чрезвычайно убедительны. Но это означает, что природа темной материи остается загадкой и что стандартная модель физики частиц нуждается в расширении. Все эти нерешенные проблемы — сингулярность Большого взрыва, природа темной энергии, природа темной материи, проблема квантовой гравитации образуют контекст, в котором данные телескопа Уэбб приобретают дополнительное значение. Они не являются изолированной аномалией. Они ложатся на уже существующую сеть проблем и противоречий, свидетельствующих о неполноте нашего понимания. Теперь вернемся к вопросу о следах другой Вселенной и рассмотрим его более детально. Существует несколько конкретных теоретических механизмов, посредством которых взаимодействие с другой Вселенной могло бы оставить наблюдаемые следы. Первый, уже упомянутый, столкновение пузырей в сценарии вечной инфляции. При таком столкновении в реликтовом излучении должна возникнуть дискообразная область аномальной температуры с определенным радиальным профилем. Математически этот профиль можно рассчитать, и он отличается от аномалий, порожденных другими механизмами. Группа под руководством Мэтью Джонсона из Периметровского института в Канаде провела систематический поиск таких структур в данных Планк, обнаружив несколько кандидатов, но ни один из них не достиг порога статистической значимости в 5 стандартных отклонений, который принят в физике в качестве критерия открытия. Второй механизм связан с так называемыми космическими доменными стенками. Если в ранней Вселенной существовали скалярные поля с несколькими минимумами потенциала, то различные области пространства могли оказаться в различных вакуумных состояниях, и между ними сформировались бы тонкие границы доменные стенки, обладающие собственной плотностью энергии. Если доменная стенка прошла через область, ставшую впоследствии нашей наблюдаемой Вселенной, она оставила бы характерный отпечаток в реликтовом излучении и в распределении крупномасштабных структур. Доменные стенки также могли повлиять на статистику первичных возмущений, делая ее не гауссовой и потенциально объясняя избыток массивных ранних галактик. Третий механизм еще более спекулятивен и связан с идеей о том, что фундаментальные константы физики, такие как гравитационная постоянная, скорость света постоянная Планка, могут не быть истинно постоянными, а медленно изменяться во времени или различаться в разных областях пространства. Если значения констант в нашей области Вселенной отличаются от их значений в других областях или в других карманных вселенных, это может отражать наследие процессов, происходивших при формировании нашего пузыря из инфляционного вакуума. Идея о переменных константах имеет долгую историю. Еще Поль Дирак в 1937 году высказал гипотезу о том, что гравитационная постоянная может уменьшаться со временем. Современные наблюдательные ограничения чрезвычайно жесткие. Относительное изменение постоянной тонкой структуры – одной из безразмерных фундаментальных констант, характеризующих силу электромагнитного взаимодействия, составляет менее 10 в минус 17 степени в год. Однако на космологических временных масштабах
Даже такие малые изменения могли бы иметь кумулятивный эффект, влияя на процессы звездообразования, ядерные реакции и, в конечном счете, на свойства наблюдаемых галактик. Следует подчеркнуть, что все эти механизмы находятся на границе между теоретической физикой и спекуляцией. Ни один из них не подтвержден наблюдательно на уровне, позволяющем говорить об установленном научном факте. Однако они представляют собой не произвольные фантазии, а логические следствия математически последовательных теорий, каждая из которых решает те или иные проблемы существующей физики. И именно в этом контексте данные телескопа Уэбб приобретают свою провокативную значимость. Они создают наблюдательное давление, требующее объяснения, и тем самым делают обсуждение радикальных теоретических идей не просто допустимым, но научно необходимым. Теперь стоит обратить внимание на еще один аспект проблемы, который часто остается за рамками популярных обсуждений, но является центральным для научной оценки ситуации. Речь идет о методологии измерения масс и возрастов далеких галактик. Когда астрономы говорят, что галактика на красном смещении Z, равном 12, имеет звездную массу 10 миллиардов солнечных масс, это утверждение основано на цепочке умозаключений, каждое звено которой содержит определенную степень неопределенности. Для начала необходимо измерить яркость объекта в нескольких спектральных полосах. Затем полученное распределение энергии сравнивается с библиотекой теоретических моделей синтетических спектров галактик, рассчитанных для различных комбинаций звездного населения, пыли, газа, истории звездообразования, металличности и других параметров. Процедура подгонки позволяет определить наиболее вероятное значение этих параметров, включая звездную массу. Однако результат зависит от исходных предположений. Какая начальная функция масс звезд используется? Какие модели звездной эволюции приняты? Какой закон поглощения пыли применяется? Изменение любого из этих предположений может привести к существенному изменению оценки массы. Например, если в ранней Вселенной начальная функция масс была смещена в сторону более массивных звезд, что теоретически мотивировано отсутствием охлаждающих агентов, тяжелых элементов и молекул в первичном газе, то та же наблюдаемая яркость может соответствовать существенно меньшей звездной массе. Массивные звезды ярче, но живут короче. Их вклад в суммарное свечение галактики несоразмерно велик по сравнению с их долей в суммарной массе. Если астроном использует стандартную начальную функцию масс при интерпретации спектра галактики с нестандартной функцией масс, он завысит оценку массы. Кроме того, в ранней Вселенной существенную роль может играть излучение газообразной среды эмиссионной линии и свободное излучение, которое увеличивает наблюдаемую яркость галактики сверх того, что обеспечивается чисто звездным светом. Если этот вклад не учтен должным образом, масса снова будет завышена. Наконец, активные галактические ядра, сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, окруженные аккреционными дисками, могут вносить значительный вклад в излучение, который может быть ошибочно приписан звездному населению. Данные Уэбба уже показали, что активные ядра встречаются в ранней Вселенной значительно чаще, чем предполагалось, и некоторые из них замаскированы толстыми слоями пыли, делающими их невидимыми в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах. Все эти оговорки не отменяют проблему, но модифицируют ее масштаб. Часть первоначальных оценок звездных масс ранних галактик действительно была пересмотрена в сторону уменьшения после получения спектроскопических данных и более тщательного моделирования. Однако даже после этих коррекций остается значительный избыток массивных галактик по сравнению с предсказаниями стандартных моделей. Стоит также обсудить еще одну линию аргументации, связанную с черными дырами в ранней Вселенной. Данные Уэбба выявили существование неожиданно массивных сверхмассивных черных дыр на больших красных смещениях. Одна из обнаруженных черных дыр имеет массу порядка 10 миллионов солнечных масс и существовала уже через 400 миллионов лет после Большого взрыва. В стандартных сценариях сверхмассивные черные дыры формируются из так называемых зародышей, либо остатков первых массивных звезд с массами порядка сотен солнечных масс
либо в результате прямого коллапса массивных газовых облаков с начальными массами порядка десятков тысяч солнечных масс. Затем зародыши растут за счет аккреции газа. Однако скорость аккреции ограничена пределом Эддингтона максимальной скоростью, при которой давление излучения аккрецирующего газа не превышает гравитационного притяжения. При аккреции на пределе Эддингтона масса черной дыры удваивается примерно за 50 миллионов лет. Для того, чтобы вырастить черную дыру массой 10 миллионов солнечных масс из звездного зародыша массой 100 солнечных масс, потребуется около 17 удвоений, что занимает около 850 миллионов лет при непрерывной аккреции на пределе Эддингтона. Однако обнаруженная черная дыра существовала уже через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Даже если зародыш образовался мгновенно в самом начале, времени недостаточно для ее роста стандартным путем. Это создает аналогичную проблему, что и с галактиками. Наблюдаемые объекты слишком массивны для своего возраста. Возможные решения включают сверхэддингтоновскую аккрецию, аккрецию со скоростью, превышающей предел Эддингтона, что возможно при определенных геометриях газового потока, формирование массивных зародышей путем прямого коллапса, слияние множества менее массивных черных дыр и, опять-таки, модификацию космологии, предоставляющую дополнительное время для роста. Между тем, данные Уэбба продолжают накапливаться, и каждый новый цикл наблюдений добавляет деталей к формирующейся картине. Обзор JADES JWST Advanced Deep Extragalactic Survey предоставил одни из наиболее глубоких наблюдений, когда-либо выполненных, покрывая небольшую область неба с беспрецедентной чувствительностью в множестве инфракрасных фильтров. Обзор TEARS Cosmic Evolution Early Release Science Survey, обзор GLASS и другие программы наблюдений сформировали обширный массив данных, который будет анализироваться годами. Спектроскопические наблюдения с помощью инструментов на борту Уэбба позволяют получать спектры далеких галактик с разрешением и чувствительностью, недоступными ни одному наземному телескопу. Один из результатов, заслуживающих отдельного упоминания, связан с изучением химического состава ранних галактик. Спектры некоторых галактик на красных смещениях выше 8 показали неожиданно высокое содержание азота относительно кислорода. В стандартных моделях химической эволюции галактик азот образуется преимущественно в процессе ЧНО-цикла, цикла ядерных реакций, требующего предварительного наличия углерода и кислорода. Поэтому обогащение азотом обычно происходит с задержкой относительно обогащения кислородом, который производится массивными звездами, живущими всего несколько миллионов лет. Высокое отношение азота к кислороду на больших красных смещениях может указывать на нестандартные условия звездообразования в ранней Вселенной, возможно, на доминирование очень массивных звезд или на влияние ротационного перемешивания в звездных недрах. Другой важный результат обнаружения сложных морфологических структур в галактиках на красных смещениях порядка от 4 до 6. Уэбб показал, что некоторые из этих галактик обладают дисковой структурой, спиральными рукавами и баром-перемычкой, которые ранее считались характерными для более зрелых, более поздних галактик. Формирование устойчивого диска требует определенных условий, достаточного углового момента газа, относительно спокойной среды без частых слияний и представляет собой длительный процесс. Обнаружение дисковых галактик на больших красных смещениях снова ставит вопрос о том, насколько быстро могли формироваться галактические структуры в ранней Вселенной. Все это складывается в картину, в которой ранняя Вселенная оказывается значительно более зрелой, чем ожидалось. Структуры, которые по представлениям формировались постепенно на протяжении миллиардов лет, оказываются уже присутствующими в первый миллиард лет, или даже раньше. Эта проблема невозможных ранних галактик, как ее иногда называют в научной прессе, не является кризисом в том смысле, в каком кризисом была. Например, проблема ультрафиолетовой катастрофы в физике на рубеже XIX и XX веков. Стандартная модель не опровергнута данными Уэбба, но она поставлена под давление, и это давление может привести к одному из нескольких исходов.
Первый возможный исход, наиболее вероятный и наименее драматичный, состоит в том, что проблема будет решена путем усовершенствования астрофизических моделей в рамках стандартной космологии. Пересмотр начальной функции масс, учет сверхэддингтоновской аккреции, более точное моделирование обратной связи от активных ядер, учет вклада газа в излучение, все эти факторы в совокупности могут привести модели в соответствие с наблюдениями. Второй исход, промежуточный по степени радикальности, предполагает необходимость модификации космологических параметров или введения новых компонентов в стандартную модель. Например, ранняя темная энергия, дополнительные нейтринные виды, взаимодействие темной материи с самой собой или с обычной материей. Все это может изменить темп роста структур в ранней Вселенной. Третий исход, наиболее радикальный, подразумевает необходимость модификации самих фундаментальных теорий, общей теории относительности на космологических масштабах, природы гравитации, начальных условий Вселенной. Именно этот исход связан с обсуждением мультивселенной и следов другой Вселенной. Для того, чтобы понять, почему третий исход остается маловероятным, но при этом не исключенным, полезно обратиться к истории физики и вспомнить, как подобные ситуации разрешались в прошлом. В конце XIX века классическая физика столкнулась с рядом проблем, которые не находили решения в рамках существующих теорий. Проблема черного тела, фотоэлектрический эффект, стабильность атома Резерфорда. Все эти проблемы указывали на необходимость радикального пересмотра физической картины мира. Решение пришло в форме квантовой механики, которая не отменила классическую физику, но включила ее как предельный случай при макроскопических масштабах. Аналогично, общая теория относительности не отменила ньютоновскую механику, а включила ее как предельный случай при слабых полях и малых скоростях. Следуя этой логике, можно ожидать, что будущая теория квантовой гравитации не отменит общую теорию относительности, а включит ее как предельный случай при масштабах, значительно превышающих планковскую длину, около 10 в минус 35 степени метра. Однако на космологических масштабах, вблизи начальной сингулярности и, возможно, на масштабах, связанных с темной энергией и темной материей, новая теория может давать предсказания, существенно отличающиеся от предсказаний общей теории относительности. И если данные Уэбба действительно указывают на аномалии, необъяснимые в рамках стандартной космологии, они могут стать наблюдательными указателями в направлении этой будущей теории. Существует несколько конкретных теоретических подходов, которые предлагают модификации общей теории относительности и которые могут быть релевантны для интерпретации данных Уэбба. Один из них — модифицированная ньютоновская динамика, или МОНД, предложенная Мордехаем Милгромом в 1983 году. МОНД предполагает, что при очень малых ускорениях, значительно ниже характерного ускорения свободного падения на поверхности Земли, закон гравитации отличается от ньютоновского и эйнштейновского. Этот подход успешно описывает кривые вращения галактик без привлечения темной материи, но сталкивается с серьезными трудностями на масштабах скоплений галактик и при описании реликтового излучения. Тем не менее, релятивистские обобщения МОНД, такие как теория Тевс, тензорно-векторно-скалярная гравитация, продолжают развиваться. Другой подход ФР — гравитация, в которой Лагранжиан гравитационного поля является нелинейной функцией скалярной кривизны R. В общей теории относительности он пропорционален R. Различные выборы этой функции приводят к различным модификациям гравитации на больших масштабах и могут влиять на темп расширения Вселенной и рост структур. Еще один подход связан с теориями массивного гравитона. В стандартной общей теории относительности гравитон, квант гравитационного поля, безмассовый, что обеспечивает бесконечный радиус действия гравитации. Если же гравитон имеет малую, но не нулевую массу, гравитация ослабевает на масштабах, превышающих комптоновскую длину волны гравитона. Это может привести к ускоренному расширению Вселенной без привлечения темной энергии и к модификации роста структур. Все эти подходы являются активными направлениями исследований, и данные Уэбба
предоставляют новые возможности для их проверки. Точное измерение функции масс галактик на высоких красных смещениях, определение статистики крупномасштабных структур, поиск аномалий в реликтовом излучении с помощью будущих миссий — все это может дискриминировать между различными моделями. Теперь уместно вернуться к вопросу о том, каким образом гипотеза о следах другой Вселенной связана с конкретными наблюдательными данными. Как уже было сказано, эта связь опосредована через статистику первичных возмущений и через возможные аномалии в реликтовом излучении. Помимо упомянутых дискообразных аномалий от столкновения пузырей, существуют другие потенциальные наблюдательные следствия мультивселенной, которые могут быть проверены текущими и будущими инструментами. Одно из таких следствий — существование так называемого холодного пятна в реликтовом излучении. Это аномально холодная область на небе размером около 5 градусов, обнаруженная в данных WMAP и подтвержденная Планк. Ее происхождение не получило однозначного объяснения в рамках стандартной модели. Среди предложенных объяснений — суперпустота, большая область пространства с аномально низкой плотностью материи, текстура, топологический дефект скалярного поля и действительно след столкновения с другой Вселенной. Наблюдения в направлении холодного пятна с помощью крупных обзоров галактик показали наличие суперпустоты на красном смещении около 0,2. Однако эта пустота по расчетам не может полностью объяснить амплитуду холодного пятна. Вопрос остается открытым. Другое потенциальное следствие — аномалия квадруполя и октуполя реликтового излучения. Данные WMAP и Планк показали, что эти мультиполи, компоненты разложения температурного поля по сферическим гармоникам, имеют аномальное выравнивание друг с другом и с плоскостью эклиптики. Это было названо атью зла. И хотя наиболее вероятное объяснение связано с систематическими эффектами или случайной флуктуацией, не исключено, что это отражает крупномасштабную анизотропию Вселенной, которая может быть связана с ее границами или с взаимодействием с соседним пузырем. Все эти аномалии — холодное пятно, выравнивание мультиполей, возможная полусферическая асимметрия мощности — были известны до запуска Уэбба и активно обсуждались в научной литературе. Данные Уэбба добавили к ним еще одно измерение — избыток массивных ранних галактик, который, хотя и относится к другому наблюдательному домену, может быть связан с теми же фундаментальными причинами. Если первичный спектр возмущения отличается от стандартного будь то из-за негаусовости, из-за бегущего спектрального индекса, из-за дополнительных источников возмущения от столкновений пузырей или топологических дефектов, это повлияет одновременно на статистику реликтового излучения и на функцию масс ранних галактик. И именно в этой точке пересечения различных наблюдательных линий может скрываться ключ к пониманию. Необходимо также обсудить еще один аспект, который придает обсуждению мультивселенной особый научно-философский характер. Одна из главных критических замечаний в адрес гипотезы мультивселенной состоит в том, что она принципиально непроверяема. Если другие вселенные находятся за пределами нашего причинного горизонта, а это верно для всех типов мультивселенной, кроме случая столкновения пузырей, то они не могут быть обнаружены никаким наблюдением, и гипотеза об их существовании не является научной в попперовском смысле. Карл Поппер, один из наиболее влиятельных философов науки XX века, предложил критерий фальсифицируемости как демаркационное условие между наукой и ненаукой. Утверждение является научным только тогда, когда можно указать наблюдение, которое могло бы его опровергнуть. Однако ситуация с мультивселенной сложнее, чем кажется на первый взгляд. Даже если существование других вселенных непосредственно не наблюдаемо, теории, предсказывающие мультивселенную, такие как теория вечной инфляции или теория струн, могут иметь наблюдаемые следствия в нашей Вселенной. Если теория успешно объясняет наблюдаемые явления и при этом неизбежно предсказывает существование других вселенных, то этот прогноз приобретает определенный статус, аналогичный статусу предсказания о внутренности черной дыры области, которая принципиально ненаблюдаема для внешнего наблюдателя, но существование которой следует из хорошо проверенной теории. Эта аналогия не идеальна, но она показывает, что вопрос о границах научного знания не имеет простого ответа.
Кроме того, столкновение пузырей как раз представляет собой случай, когда взаимодействие с другой Вселенной может оставить наблюдаемый след. Это означает, что, по крайней мере, некоторые аспекты гипотезы мультивселенной в принципе фальсифицируемы. Если систематический поиск следов столкновений в данных высокой точности не обнаружит ничего, это наложит ограничения на параметры модели, хотя полностью исключить модель не сможет, поскольку столкновение могло произойти за пределами наблюдаемой части Вселенной или оставить след, слишком слабый для обнаружения. Вся эта дискуссия отражает более глубокое изменение, происходящее в современной физике. 20 век был эпохой экспериментальных подтверждений теоретических предсказаний. Квантовая механика, общая теория относительности, стандартная модель частиц – все эти теории были созданы для объяснения наблюдаемых явлений и подтверждены экспериментами. 21 век, возможно, станет эпохой, в которой теоретическая физика столкнется с фундаментальными ограничениями наблюдательной проверяемости. Теория струн, предсказывающая явление на масштабах 10 в минус 35 степени метра, не может быть проверена прямым экспериментом. Вечная инфляция описывает процессы за пределами наблюдаемой Вселенной. Квантовая гравитация работает при энергиях, недостижимых для любого мыслимого ускорителя. Это не означает, что эти теории не научны, но это означает, что критерии научности могут нуждаться в пересмотре, и что космологические наблюдения, такие как данные Уэбба, приобретают исключительную ценность как один из немногих каналов, через которые фундаментальная физика сверхвысоких энергий может проявить себя в наблюдаемом мире. Теперь уместно обратить внимание на хронологию и контекст развития идей, приведших к современной ситуации. Идея о множественности миров имеет древнюю историю, восходящую по меньшей мере к греческим атомистам Демокриту и Эпикуру, которые полагали, что из бесконечного числа атомов в бесконечном пространстве неизбежно формируется бесконечное число миров. Джордано Бруно в XVI веке проповедовал множественность обитаемых миров, за что, среди прочего, был сожжен. Однако в научном контексте идея о множественных вселенных возникла лишь в XX веке, и путь к ней был связан с развитием квантовой механики и космологии. Хью Эверетт, молодой аспирант Джона Уиллера в Принстоне, предложил многомировую интерпретацию квантовой механики в 1957 году. Его работа была встречена с безразличием и даже враждебностью. Нильс Бор, которого Эверетт посетил в Копенгагене, отверг его идеи. Эверетт покинул академическую физику и провел остаток карьеры в оборонной промышленности, работая над задачами операционного исследования. Многомировая интерпретация обрела популярность лишь в 70-80-х годах, во многом благодаря усилиям Брайса Дэвита. Инфляционная мультивселенная возникла в начале 80-х годов из работ Алана Гута, Андрея Линде, Андрея Альбрехта и Пола Стейнхарта. Первоначально инфляция была предложена как решение конкретных проблем стандартной космологии. Проблемы горизонта, проблемы плоскостности и проблемы монополий. Однако быстро выяснилось, что в наиболее естественных версиях инфляционной теории инфляция, однажды начавшись, никогда не прекращается глобально, а лишь локально в отдельных пузырях. Это и есть вечная инфляция, неизбежным следствием которой является мультивселенная. Линде, в частности, развил концепцию хаотической инфляции, в которой начальные условия для инфляции могут быть чрезвычайно простыми. Достаточно, чтобы в некоторой области пространства скалярное поле, инфлатон, имело достаточно большое значение. Это устранило необходимость в точной настройке начальных условий, которая требовалась в первоначальной модели Гута. Однако хаотическая инфляция также неизбежно приводила к вечной инфляции и мультивселенной. В 2003 году события получили новый импульс, когда группа физиков-струнщиков во главе с Шамитом Качру, Ренатой Каллаш, Андреем Линде и Сандипом Триведи, модель ККЛТ, предложила механизм стабилизации дополнительных измерений в теории струн, приводящий к огромному числу устойчивых вакуумных состояний.
Это дало математическое обоснование идеи о ландшафте теории струн пространстве возможных вселенных с различными физическими законами. В сочетании с вечной инфляцией это создало картину, в которой различные карманные вселенные реализуют различные вакуумные состояния из ландшафта, и наша Вселенная — лишь одна из них. Эта картина привела к острой дискуссии в физическом сообществе. Леонард Саскинд, один из основоположников теории струн, активно продвигал идею ландшафта и мультивселенной, утверждая, что она объясняет тонкую настройку физических констант в нашей Вселенной через антропный принцип. Мы наблюдаем именно те значения констант, которые совместимы с существованием наблюдателей. Критики, среди которых был Ли Смолин, утверждали, что объяснение через антропный принцип не является научным, поскольку не приводит к проверяемым предсказаниям. Эта дискуссия продолжается до сих пор и далека от разрешения. Однако данные Уэбба придали ей новое измерение, потому что они создали конкретную наблюдательную проблему, для решения которой мультивселенная, или точнее некоторое ее наблюдательное следствие, может оказаться релевантной. Это отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих десятилетий, когда обсуждение мультивселенной было преимущественно теоретическим. Давайте подробнее разберем, как инфляционная модель предсказывает появление первичных возмущений и как эти прогнозы подтверждаются наблюдениями. В простейшем сценарии инфляции, когда работает всего одно скалярное поле, происходят квантовые колебания. Именно они создают адиабатические возмущения плотности материи. Эти возмущения обладают почти масштабно-инвариантным спектром мощности и почти гауссовой статистикой. Слово «почти» здесь имеет решающее значение. Теория предсказывает небольшие отклонения. Например, спектральный индекс НС составляет примерно 0,965, а параметр негауссовости FNL равен единице или даже меньше. Все эти тонкие предсказания были с высокой точностью проверены и подтверждены данными космического телескопа Планк. Однако модели с несколькими скалярными полями, с нестандартной кинетикой, с разрывами в потенциале или с особенностями, связанными с переходом между различными вакуумными состояниями, предсказывают значительно большую негауссовость и отклонение от масштабной инвариантности. Если данные Уэбба действительно указывают на негауссовость первичного спектра через избыток массивных ранних структур, это может дискриминировать между различными инфляционными моделями и в предельном случае указать на модели, связанные с мультивселенной. Одним из конкретных наблюдательных тестов является измерение функции масс Гала темной материи на высоких красных смещениях. Стандартная модель предсказывает определенную функцию масс распределения числа Гала по массам в данном объеме пространства в данную эпоху. Эта функция экспоненциально убывает с ростом массы. Чрезвычайно массивные Гала должны быть чрезвычайно редки. Если наблюдения обнаруживают больше массивных Гала, чем предсказывает стандартная функция масс, это может указывать на негауссовость первичного спектра, на отличие от стандартных космологических параметров или на модификацию гравитации на больших масштабах. Данные Уэбба, по-видимому, показывают именно такой избыток, хотя количественные оценки все еще уточняются. Еще одним важным направлением является изучение крупномасштабной структуры Вселенной, так называемой космической паутины. Галактики распределены в пространстве неравномерно, а группируются в филаменты, нити, стенки и узлы, разделенные обширными пустотами. Эта структура является прямым отпечатком первичных возмущений плотности, усиленных гравитационной неустойчивостью за 13 миллиардов лет. Статистические свойства космической паутины, функции корреляции, спектр мощности, топология содержат информацию о первичном спектре возмущений и космологических параметрах. Обзоры, проводимые наземными телескопами и спутниковыми миссиями, такими как Евклид, запущенные в 2023 году, предоставят данные о крупномасштабной структуре на различных красных смещениях, дополняя информацию от Уэбба. Следует также упомянуть гравитационное линзирование как инструмент, способный предоставить независимую информацию о распределении массы в ранней Вселенной. Массивные объекты скопления галактик и крупные структуры из темной материи
искривляют проходящий через них свет далеких источников. Измерение этого искривления позволяет взвесить линзирующий объект, не полагаясь на предположение о соотношении массы и светимости. Уэбб уже наблюдал гравитационное линзирование скоплениями галактик, используя его для усиления сигнала от еще более далеких фоновых объектов. Систематическое изучение статистики сильного и слабого линзирования может дать независимую оценку функции масс на высоких красных смещениях. Вернемся к более широкому контексту и рассмотрим, какие последствия могут иметь обсуждаемые наблюдения для фундаментальной физики. Если проблема ранних массивных галактик действительно не может быть решена в рамках стандартной космологии и стандартной астрофизики, это может указывать в нескольких направлениях. Одно из них — модификация начальных условий Вселенной. Стандартная инфляционная модель предполагает, что начальные условия для постинфляционной эволюции задаются квантовыми флуктуациями инфлатона. Но если процесс перехода от инфляции к стандартному расширению рехитинг, нагрев Вселенной за счет распада инфлатона, происходил иначе, чем предполагается в простейших моделях, начальные условия могли быть существенно другими. Например, если рехитинг был неполным или неоднородным, в ранней Вселенной могли существовать области с аномально высокой плотностью, служившие зародышами массивных структур. Другое направление связано с возможностью существования дополнительных компонентов во Вселенной, не входящих в стандартную модель. Это могут быть первичные черные дыры, образовавшиеся в первые мгновения после Большого взрыва из областей повышенной плотности. Если первичные черные дыры существуют и имеют массы порядка солнечной или выше, они могли служить зародышами для формирования ранних галактик, предоставляя глубокие гравитационные потенциальные ямы, в которые барионная материя могла быстро аккрецировать. Кроме того, первичные черные дыры рассматриваются как один из кандидатов на роль темной материи или ее компонента. Интересно, что данные Уэбба по сверхмассивным черным дырам в ранней Вселенной согласуются со сценариями с массивными зародышами, хотя не позволяют однозначно идентифицировать их природу. Еще одно направление — экзотическая физика, связанная с теорией струн или другими теориями квантовой гравитации. Некоторые струнные модели предсказывают существование космических струн одномерных топологических дефектов, возникших при фазовых переходах в ранней Вселенной. Космические струны обладают огромной линейной плотностью энергии и могут играть роль затравок для формирования крупномасштабных структур. Их существование оставило бы характерные следы в реликтовом излучении и в распределении галактик. Поиск космических струн является одной из задач обзора Планк, и пока верхние ограничения на их параметры согласуются с нулевым значением, то есть их существование не подтверждено. Обсуждение всех этих направлений позволяет увидеть более широкую картину. Данные телескопа Джеймс Уэбб не просто обнаружили несколько необычных галактик. Они создали наблюдательный контекст, в котором давно обсуждавшиеся теоретические идеи от модификации инфляционной теории до мультивселенной перестали быть чистой спекуляцией и приобрели связь с конкретными наблюдениями. Это не означает, что мультивселенная доказана или что теория Эйнштейна опрокинута. Это означает, что научный процесс работает. Новые данные порождают новые вопросы, которые стимулируют развитие новых теорий, которые, в свою очередь, делают новые предсказания, проверяемые новыми наблюдениями. Телескоп Джеймс Уэбб продолжит работу в течение, как ожидается, по меньшей мере 20 лет. Запас топлива для поддержания орбиты значительно превысил минимальные требования благодаря точности запуска. За это время будут проведены все более глубокие обзоры, получены спектры тысяч далеких галактик, измерены их массы, возрасты, химический состав, морфология и кинематика. Каждое из этих измерений будет добавлять фрагмент к мозаике нашего понимания ранней Вселенной. Параллельно с Уэббом работают и будут работать другие инструменты. Уже упомянутый спутник Евклид Европейского космического агентства предназначен для картографирования крупномасштабной структуры Вселенной на красных смещениях до 2 с целью изучения темной энергии и темной материи.
Обсерватория Веры Рубин, строящаяся в Чили, начнет в ближайшие годы десятилетний обзор южного неба, который предоставит беспрецедентные данные о слабом гравитационном линзировании сверхновых и переменных объектах. Будущие наземные 30-метровые телескопы, 30-метровый телескоп TMT, гигантский Магелланов телескоп GMT и чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории ELT предоставят спектроскопические возможности, дополняющие данные УЭББА. Планируемые космические миссии следующего поколения, такие как концепт LUVOIR или HABEX, если они будут реализованы, обеспечат еще более глубокое проникновение в раннюю Вселенную. Детекторы гравитационных волн нового поколения, наземный Einstein-телескоп, Cosmic Explorer и космический LISA, запланированные на 30-е годы, откроют еще одно окно в раннюю Вселенную. Гравитационные волны от слияний первичных черных дыр, от космологических фазовых переходов и от космических струн, если те существуют, несут информацию о процессах, которые произошли до эпохи рекомбинации, до того момента, когда Вселенная стала прозрачной для электромагнитного излучения. Эта информация принципиально недоступна телескопам, работающим в электромагнитном спектре, и она может содержать ключевые указания на физику ранней Вселенной. Следует также отметить, что обсуждаемая проблема, кажущийся избыток массивных структур в ранней Вселенной, не является единственной космологической загадкой, привлекшей внимание данных УЭББА. Другая интригующая находка связана с обнаружением галактик с необычно малыми угловыми размерами на промежуточных красных смещениях. В стандартной космологии угловой размер объекта как функция красного смещения имеет характерное поведение. Он уменьшается с расстоянием до определенного красного смещения, около 1,5, а затем начинает снова увеличиваться, потому что на больших расстояниях расширение Вселенной растягивает проекцию объекта. Наблюдения Уэбба, по некоторым данным, показывают, что галактики на промежуточных красных смещениях имеют меньшие угловые размеры, чем предсказывает стандартная модель. Это может указывать на то, что соотношение между красным смещением и расстоянием и, следовательно, геометрия Вселенной отличается от стандартного, что, в свою очередь, может быть связано с иным поведением темной энергии или с модификацией гравитации. Эта наблюдательная линия пересекается с так называемым тестом Толмана, методом проверки расширения Вселенной, основанным на зависимости поверхностной яркости далеких объектов от красного смещения. В расширяющейся Вселенной поверхностная яркость должна уменьшаться как 1 плюс z в 4-й степени значительно быстрее, чем в статичной. Ранние версии этого теста были затруднены эволюцией светимости галактик, но данные Уэбба, благодаря значительно более высокому качеству и покрытию, позволяют проводить более точные анализы. Некоторые авторы утверждают, что данные Уэбба лучше согласуются с моделями, отличными от стандартной ламбда-CDM, включая статичные космологии или модели с переменной скоростью расширения. Однако эти утверждения остаются спорными и не приняты научным мейнстримом. Здесь необходимо сделать методологическое замечание. В науке нередко возникают ситуации, когда новые данные первоначально кажутся противоречащими установленным теориям, а затем, по мере более тщательного анализа, оказываются с ними совместимыми. Классический пример обнаружения нейтрино, первоначально принятых за мнимые частицы, необходимые лишь для спасения закона сохранения энергии, а впоследствии непосредственно зарегистрированных. Другой пример — аномальная прецессия перигелия Меркурия, которая полвека считалась свидетельством существования неоткрытой планеты-вулкан, пока Эйнштейн не объяснил ее в рамках общей теории относительности. Еще пример — начальная реакция на открытие ускоренного расширения Вселенной в 1998 году. Многие физики скептически отнеслись к результату, подозревая систематические ошибки в калибровке сверхновых, и лишь накопление независимых подтверждений убедило сообщество. Данные Уэбба находятся на ранней стадии этого процесса. Первоначальные результаты впечатляющие и потенциально революционные, но процесс их проверки, уточнения и интерпретации далек от завершения.
Спектроскопическое подтверждение красных смещений, более точное моделирование звездного населения, учет систематических эффектов, сравнение с результатами других инструментов – все это необходимые шаги, которые займут годы. Наука – это не мгновенное прозрение, а постепенное приближение к пониманию. И каждый шаг в этом приближении важен. Тем не менее, даже если наиболее радикальные интерпретации данных Уэбба не подтвердятся, сам телескоп уже изменил наше представление о ранней Вселенной необратимым образом. До Уэбба первый миллиард лет космической истории оставался почти неизведанной территорией. Хаббл мог заглянуть в эту эпоху лишь на ее последних этапах, а наземные телескопы были ограничены поглощением инфракрасного излучения в атмосфере. Уэбб открыл окно в эту эпоху с невиданной четкостью и детальностью, и то, что он показал, оказалось значительно сложнее и богаче, чем ожидалось. Ранняя Вселенная не была темной пустыней, в которой медленно зарождались первые слабые огоньки. Она была местом интенсивных процессов, в которых массивные галактики формировались, эволюционировали и, возможно, даже умирали с поразительной скоростью. Эта картина напоминает о том, что наше понимание Вселенной остается неполным и что каждое поколение инструментов расширяет границы знания неожиданным образом. Телескоп Хука на горе Уилсон позволил Эдвину Хабблу в 20-х годах XX века установить, что так называемые спиральные туманности являются далекими галактиками, расположенными за пределами Млечного Пути. Это расширило нашу картину Вселенной на порядки. Телескоп Хаббл, запущенный в 1990 году, показал глубокие поля снимки, на которых почти каждая точка света является далекой галактикой, а их число в наблюдаемой Вселенной исчисляется сотнями миллиардов. Это еще раз изменило наше представление о масштабах космоса. Телескоп Уэбб, заглянув в первый миллиард лет, совершает следующий качественный скачок, и его результаты, каковы бы они ни были в конечном итоге, войдут в историю астрономии как одно из определяющих достижений начала 21 века. Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале, обнаружил ли Уэбб следы другой Вселенной, опрокидывающие теорию Эйнштейна? Ответ следует формулировать с той осторожностью, которой требует научная честность. Уэбб обнаружил объекты и явления, которые не вполне согласуются со стандартными ожиданиями. Эти наблюдения поставили вопросы, которые затрагивают фундаментальные основы космологии, включая общую теорию относительности. Среди множества возможных объяснений существуют и те, которые связаны с идеей мультивселенной и следами взаимодействия с другой Вселенной. Однако эти объяснения являются наиболее спекулятивными из всех и требуют значительно более сильных наблюдательных подтверждений, чем те, которые доступны на сегодняшний день. Общая теория относительности не опрокинута. Она остается наиболее проверенной и успешной теорией гравитации, совместимой с огромным массивом наблюдательных данных. Но она, несомненно, не полна, и данные Уэбба обозначили еще один рубеж, на котором ее неполнота может проявиться. Каким будет следующий шаг? Пересмотр ли астрофизических моделей? Уточнение ли космологических параметров? Или, возможно, первый наблюдательный намек на физику за пределами общей теории относительности покажет время и накопление данных. Наука не спешит с окончательными ответами, и это является не ее слабостью, а ее силой. Между тем, процесс осмысления данных Уэбба продолжается, и важно понимать, какие конкретные наблюдательные программы и аналитические подходы могут в ближайшие годы прояснить ситуацию. Один из ключевых вопросов – точное определение функции светимости галактик на красных смещениях выше 10. Функция светимости – это распределение числа галактик по светимости в единице объема пространства. Ее яркий конец, число наиболее ярких и массивных галактик, является наиболее чувствительным индикатором космологических и астрофизических параметров. Если яркий конец функции светимости на высоких красных смещениях действительно превышает предсказания стандартной модели, это потребует объяснения. Однако для точного измерения функции светимости необходимы большие обзорные площади с однородным покрытием и контролем систематических эффектов.
Текущие обзоры Уэбба покрывают относительно небольшие области неба, и статистика на ярком конце функции светимости ограничена малым числом объектов. Будущие широкопольные обзоры, если они будут проведены, значительно увеличат статистику. Другой критически важный вопрос – измерение кинематики ранних галактик. Спектроскопические наблюдения с высоким разрешением позволяют определить скорость вращения газа и звезд внутри галактики, а также дисперсию скоростей. Эти данные дают независимую оценку массы галактики, так называемую динамическую массу, независящую от предположений о звездном населении. Сравнение фотометрической, модельно-зависимой, и динамической, более модельно-независимой оценок массы позволит определить, насколько надежны текущие оценки масс ранних галактик. Если динамические массы окажутся значительно ниже фотометрических, проблема может быть смягчена или снята. Если же динамические массы подтвердят фотометрические, проблема усилится. Еще одно направление – изучение первичного нуклеосинтеза и его согласованности с другими космологическими данными. Первичный нуклеосинтез – это процесс образования легких элементов – дейтерия, гелия-3, гелия-4 и лития-7 в первые минуты после Большого взрыва. Предсказанные обилия этих элементов зависят от космологических параметров, прежде всего от барионной плотности и числа видов нейтрино. Наблюдаемые обилия в целом согласуются с предсказаниями, за исключением лития-7, содержание которого в старых звездах примерно втрое ниже теоретического, так называемая литиевая проблема. Если космологические параметры нуждаются в пересмотре для объяснения данных Уэбба, это должно быть согласовано с данными по первичному нуклеосинтезу, что создает дополнительное ограничение на допустимые модификации. Нельзя не упомянуть также о роли вычислительной космологии, космологических симуляций, моделирующих эволюцию Вселенной от ранних стадий до современной эпохи. Симуляции, такие как Illustris, Eagle, Fire и Simba, являются основным инструментом для предсказания свойств галактик в рамках стандартной модели. Они включают гравитацию, газодинамику, охлаждение газа, звездообразование, обратную связь от сверхновых и активных ядер и другие процессы. Однако ни одна из существующих симуляций не обладает одновременно достаточным объемом для представительной статистики редких массивных объектов и достаточным разрешением для точного моделирования физических процессов внутри галактик. Кроме того, рецепты подсеточной физики, приближенные описания процессов, происходящих на масштабах, неразрешенных симуляций, содержат свободные параметры, калиброванные по наблюдениям в местной Вселенной. Экстраполяция этих рецептов на совершенно иные условия ранней Вселенной является источником значительной неопределенности. Новое поколение симуляций, специально разработанных для ранней Вселенной и откалиброванных по данным Уэбба, находится в стадии разработки. Эти симуляции будут исследовать более широкий диапазон физических моделей, включая нестандартные начальные функции масс, сверхэддингтоновскую аккрецию, альтернативные механизмы обратной связи и, возможно, модифицированную космологию. Сравнение предсказаний этих симуляций с данными Уэбба позволит сузить пространство допустимых моделей. Обсуждение данных Уэбба было бы неполным без упоминания о социологии науки, о том, как научное сообщество реагирует на неожиданные результаты и как эта реакция влияет на дальнейшее развитие исследований. Первые публикации о невозможных ранних галактиках в данных Уэбба вызвали волну энтузиазма и публикаций, часть из которых, как выяснилось позднее, была основана на предварительных не полностью обработанных данных и содержала ошибки. Некоторые ранние заявления о галактиках на красных смещениях выше 20 не подтвердились при спектроскопической проверке. Это нормальный процесс для науки. Предварительные результаты часто оказываются неточными и корректируются по мере накопления данных, но он может создавать ложное впечатление в публичном пространстве. Заголовки «Уэбб опроверг большой взрыв» или «Уэбб обнаружил следы другой Вселенной» появляются быстрее, чем научное сообщество успевает провести тщательный анализ и создают завышенные ожидания. Тем не менее, даже после самого тщательного анализа и учета всех систематических эффектов, некоторые из результатов Уэбба
остаются труднообъяснимыми в рамках стандартных ожиданий. Это не кризис, а возможность. Возможность для развития физики и для более глубокого понимания Вселенной. История физики показывает, что именно из таких напряжений между теорией и наблюдениями рождаются наиболее значительные прорывы. Когда Планк в 1900 году ввел квант действия для объяснения спектра черного тела, он сам рассматривал это как математический трюк, не имеющий фундаментального значения. Потребовалось 25 лет, чтобы квантовая механика оформилась как завершенная теория. Когда Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, ее экспериментальные подтверждения были скудными, и многие физики сомневались в ее правильности. Потребовалось столетие, чтобы теория была подтверждена на том уровне точности, который мы имеем сегодня. Возможно, данные Уэбба станут началом аналогичного процесса, который через десятилетия приведет к новому пониманию фундаментальных законов природы. А возможно, они будут объяснены более консервативными средствами. В любом случае, они представляют собой одно из наиболее значительных наблюдательных достижений в истории астрономии и заслуживают того внимания, которое они получают. Продолжая размышления о том, каким образом данные Уэбба вписываются в более широкий контекст развития физики, стоит обратить внимание на любопытную закономерность. На протяжении всей истории науки периоды, когда наблюдательные данные опережали теоретическое понимание, оказывались наиболее плодотворными для фундаментальных открытий. Тихо Браге накопил массив точных наблюдений движения планет, который не укладывался в Птолемееву систему и который Кеплер использовал для формулировки своих законов. Результаты экспериментов Майкельсона и Морли, не обнаружившие ожидаемого эфирного ветра, создали напряжение, разрешенное специальной теорией относительности. Проблема спектра черного тела, которую классическая физика не могла решить, привела к рождению квантовой теории. Каждый из этих случаев характеризовался периодом наблюдательного давления годами или десятилетиями, в течение которых данные не укладывались в существующие рамки, и физики были вынуждены искать все более радикальные объяснения. Этот процесс редко бывает линейным. Множество ложных следов, ошибочных интерпретаций и тупиковых гипотез предшествуют конечному прорыву. И часто прорыв приходит с неожиданной стороны не от тех, кто непосредственно занимался проблемой, а от физиков, работающих в смежных областях и привносящих свежий взгляд. Данные Уэбба создают именно такую ситуацию наблюдательного давления. Они не указывают однозначно на конкретное решение, но ограничивают пространство допустимых теорий и стимулируют поиск новых идей. Это ценно само по себе, независимо от того, какое конкретное решение окажется правильным. В завершении этого рассказа, хотя слово «завершение» здесь условно, потому что история, о которой идет речь, находится в самом начале, стоит еще раз подчеркнуть несколько ключевых моментов. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил в ранней Вселенной объекты и явления, которые не вполне согласуются со стандартными космологическими и астрофизическими моделями. Наиболее консервативные объяснения связаны с пересмотром моделей звездообразования и галактической эволюции. Более радикальные объяснения включают модификацию космологических параметров, нестандартную физику ранней Вселенной и, в предельном случае, следы взаимодействия с другой Вселенной в рамках инфляционной мультивселенной. Общая теория относительности Эйнштейна не опровергнута этими данными, но ее границы применимости могут нуждаться в уточнении. Окончательные выводы потребуют лет систематической работы, наблюдательной, теоретической и вычислительной. И именно эта работа, кропотливая и неторопливая, составляет суть научного метода, который за 4 столетия своего существования позволил человечеству продвинуться от геоцентрической модели мира до понимания структуры Вселенной на масштабах миллиардов световых лет и на временных масштабах, охватывающих почти всю космическую историю.